Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что ни в коем случае нельзя покупать до Рождества. Дело в том, что покупая именно эти вещи, эти предметы, вы тем самым отдаете денежную энергию. И, соответственно, вместо того, чтобы в вашей жизни был баланс, гармония, в вашей жизни, наоборот, происходит дисбаланс, дисгармония. И, соответственно, это приводит к тому, что вы никак не можете не только накопить деньги в своей жизни, но и приумножить. А также у вас начинаются проблемы и со здоровьем, потому что вы разбалансируете свое энергетическое поле. Поэтому эти вещи, о которых мы с вами далее поговорим, ни в коем случае не покупайте до Рождества. Поперетерпите. Возможно, кстати, за это время придет вам понимание и осознание того, почему вам не стоило покупать эти вещи. Не потому, что только вы можете потерять свою денежную энергию на весь этот год, но и также вы, возможно, примете другое решение и купите совсем другие, более подходящие для вас вещи. Дело в том, что покупая именно эти вещи, вы тем самым закрываете денежную энергию в свою жизнь. И потом открыть это будет достаточно сложно. Вы должны понимать и то, что сейчас у нас какое время, друзья, волшебное время до Рождества. И вы должны понимать и то, что нужно наполняться, проводить практики для привлечения изобилия, достатка, благополучия. И это время, когда вы можете изменить свою жизнь. А когда вы отдаете свою энергию в чужие руки, то тем самым вы показываете Вселенной, вы показываете высшим силам, что вам не нужны деньги, вам не нужны никакие блага. Поэтому прямо сейчас досмотрите это видео, и если вы уже сделали какие-то покупки, купили какие-то вещи или предметы из следующего списка, то, пожалуйста, проведите одну простую практику для того, чтобы убрать вот этот негатив и не привлекать беды, болезни и нищету в свою жизнь. Итак, что же нельзя, друзья, покупать до Рождества? Давайте с вами проговорим. Первое, очень важно, это все, что касается одежды, аксессуаров, обуви, а также для декора для вашего дома. При этом обратите внимание, что, возможно, в некоторых регионах сейчас идут скидки, и многие, надо же купить как бы дешевле, экономнее, или идет распродажа прошлых коллекций и так далее. Не спешите этого делать, потому что помните о том, что скупой платит дважды. Вы вроде бы купите те или иные вещи, те или иные предметы до Рождества, но тем самым потом, через время вы поймете, что вы потеряете больше. Обратите на это внимание. Даже если и вам хочется вот что-то купить, все-таки повремените. Лучше уделите внимание Рождеству, лучше уделите сейчас внимание эмоциям, лучше уделите внимание сейчас общению со своими родными и близкими людьми. Далее, не спешите до Рождества покупать туры, вот именно путешествия на лето, на осень или на следующую зиму. То есть вообще не спешите. Кроме того, еще могут произойти очень интересные события, которые поймут и дадут вам понять, что этого не стоило делать. Поэтому, если вам прямо говорят, что сейчас какие-то скидки, акции, возьмите, просто забронируйте, но не выкупайте именно этот отдых. Вы поймете потом, о чем мы говорим, потому что до Рождества еще произойдет очень много интересных событий. И здесь не только связано именно с денежной энергией, с накоплением. Далее, до Рождества не стремитесь покупать что-то впрок, надолго. Очень многие люди делают запас, покупают муку, подсолнечное масло, крупы и так далее, и так далее. Но вы должны и понимать о том, что именно сейчас денежную энергию, наоборот, стоит не отдавать, как многие думают, а наоборот, стоит ее принимать.
принимать. Поэтому, если вам, например, дарят что-то, принимайте с удовольствием, но сами деньги не тратьте, потому что таким образом вы потратите это на денежную энергию. Вы просто показываете денежной энергии, что она вам не нужна, что вы ее готовы просто вот так до Рождества отдать. Далее, ни в коем случае сейчас до Рождества не стоит вкладывать деньги, не стоит открывать новые вклады, банковские счета, какие-то карты. Не спешите, потому что вот денежная энергия, она сейчас очень чувствительна. И ваша задача, чтобы вы ни в коем случае не потратили ее зря. Кто скажет, что ну что же вы, я открою вклад, и мне это приумножится. Но вы должны понимать, что та энергия, которая идет из космоса, она намного сильнее, чем это вот все, что происходит на физическом плане. Вы должны научиться понимать, что есть физический мир, тот мир, который мы можем прощупать, увидеть, а есть мир энергетический, информационное поле тоже Земли, энергия каждого человека, и это все очень тесно взаимосвязано. К сожалению, многие люди этого не замечают, этого не видят, поэтому не спешите, пожалуйста, вы все успеете. Далее. Ни в коем случае не берите деньги в долг. Очень часто люди берут, спешат, стараются взять в долг, потому что какие-то интересные акции, например, на бытовую технику или на что-то денег не хватает. Лучше это сделайте уже, друзья, после Старого Нового года, после 14 января. А если вам срочно нужно что-то купить, ну вот обождите чуть-чуточку, потому что, знаете, вот иногда очень хочется прямо проявляется какая-то эмоция, человек именно спешит, стремится, но стоит ли это? Потому что на протяжении всего года вы потом будете постоянно иметь какие-то проблемы, иметь постоянно какие-то долги. И кроме того, вы должны понимать и то, что когда вы берете в долг, вы тем самым отдаете денежную энергию в чужие руки. Кроме того, помните о том, что когда вы берете у кого-то в долг, вы берете именно чужие деньги, а будете отдавать свои деньги. И поэтому здесь очень важно это понимать. Далее, ни в коем случае сейчас не покупайте дома, квартиры, автомобили, то есть, в общем, любое движимое или недвижимое имущество. Особенно, если у вас, допустим, еще не оформлены документы до конца, если у вас не хватает какой-то суммы, или вы прямо чувствуете, что, например, риэлтор на вас вот прямо, знаете, звонит постоянно, наталкивает вас на то, что ой, пора купить, ой, вы знаете, новый покупатель появился. Вы должны понимать и то, что если квартира, если дом, если земельный участок это ваше, то это будет все равно ваше. Именно этот дом или эта квартира дождутся именно вас. Возможно, вы замечали, что бывает так, что что бы вы ни делали, бывает так, что вы в магазине что-то увидели, да, но у вас на данном этапе не хватает там определенной суммы, потому что вам на что-то другое, более важное сейчас нужно, то вы уехали в командировку, еще что-то, и вроде как горячий товар, который должен разлетаться как пирожки, а вы приходите через месяц, через полгода, вы видите, что именно эта модель, то или техники, или мебель, или что-либо другого есть на витрине. То есть это вас ждет. Поэтому, если не ваше, значит это не ваше. Потому что бывает так, что люди вот хочу купить и никак не получается. А потом узнают, что эту квартиру то затопило, то что-то случилось с ней, то ее арестовали. И вы знаете, очень много различных ситуаций. Поэтому все-таки не спешите до Рождества. Недаром это волшебное время, это время чудес, когда все может как исполниться, так и может произойти какие-то не очень хорошие события. Также не спешите покупать что-то для ребенка, именно будущего ребенка, да, очень часто бывает так, что женщина в положении и прямо руки чешутся что-то купить. Не спешите, всему свое время. Ребенок родится, успеете все купить. Кроме того, вы знаете, что маленькие дети достаточно очень быстро растут, и вы просто-навсего можете с чем-то не угадать. А потом всем и пеленки купите, как говорится, и распашонки. Не спешите, потому что на все воля Божья. И, знаете, важно родить, чтобы человечек маленький появился на свет здоровым,
здоровым, счастливым, радостным. И мама, конечно, чтобы была здорова, и у нее все получалось. Также сейчас до Рождества ничего не покупайте для своего, для своей квартиры, для своего дома. Даже если это касается какой-то маленького такого, знаете, статуэточки или что-то для декора, для вашей комнаты или для кухни, подождите, потому что, девочки и мальчики, знаете, недаром говорят, что поспешишь, людей насмешишь, когда вот это время, вы должны понимать и то, что вы сейчас можете поспешить купить какую-то вещичку, вещь, маленький предмет, а потом вы просто потеряете больше. Нужно ли вам такого? Точно нет. Далее. Не спешите покупать подарки тем людям, у кого день рождения после 14 января. Да, очень часто бывает так, что мы где-то находимся и решаем, ой, дай-ка я сейчас куплю, а то потом потрачу деньги. Вы сразу себя ограничиваете уже в своих ресурсах, в своих деньгах. Этого никогда не стоит делать. Наоборот, вы должны, вот подойдет время, да, и вы купите. Да, если человек до Рождества, у него день рождения, конечно же, покупайте с радостью, когда будете покупать, обязательно скажите, не для себя покупая, а и назовите имя того человека, кому вы покупаете. И после скажите: желаю достатка, благополучия и изобилия в жизни. Истинно да будет так. То есть вы уже Вселенной показываете, что вы не себе покупаете, вы покупаете для другого человека, и что это подарок. Вы знаете, Вселенной очень важно иногда проговорить те или иные моменты. Далее, не покупайте продукты питания, которые вы будете кушать уже после Рождества и после 14 января. Например, какие-то крупы, которые вы знаете, что вот вы сейчас точно не будете есть, потому что сейчас как-никак у нас такие вот всех изобильные столы, мы отмечаем Рождество, праздники, Старый Новый год и так далее. Или какую-то консервацию, или какие-то, возможно, колбасы, или сыры, которые достаточно долго могут находиться в холодильнике. Есть же хозяюшки, которые покупают вот заранее. Не спешите, потому что вы должны понимать и то, что таким образом вы отдаете в первую очередь свою денежную энергию. Далее, ни в коем случае сейчас ничего не покупайте, все, что связано с вашим приусадебным участком, все, что связано с вашим садом, огородом. Это касается и тех же семян, и тех же удобрений, там всякая химия, которая связана по уничтожению тех же всяких насекомых и так далее. И так далее. До Рождества это не то время, чтобы тратить на это деньги. Обратите на это особое внимание. Далее, не покупайте и лотерейные какие-то билеты. Даже если вот вам говорят, что вы сейчас прямо 100% выиграете, вот покупай, не спешите, потому что таким образом, особенно через лотереи, вы можете потерять больше, чем вы бы приобрели. И очень важно, вот эти вещи, вот которых мы сейчас только что озвучили список, он вроде бы и небольшой, но это список очень важный. Но если вы уже купили, потому что кто-то смотрит сегодня видео, кто-то завтра и так далее, то проведите следующую практику, которая закроет вот отток денег из вашей жизни, вот именно через эти вещи и уберет любой негатив. Итак, как же, друзья, проводить эту практику? Итак, девочки и мальчики, берете эту вещь в руки или этот предмет. Если из вышесказанного списка их несколько, то в таком случае для каждой вещички, предмета вы берете по очереди, берете в руки и далее говорите следующие слова. Очень важно, чтобы вы эти слова говорили вслух. Итак, следующие слова вы должны сказать: приобретено с радостью, на достаток, на здоровье, на счастье, истина да будет так. И после этого вы можете пользоваться этой вещью. Но обращаем ваше внимание вот из этого списка, которого мы сказали, уже после Рождества, то есть после 7 января, после Рождества Христова, вы эти все вещи можете с легкостью покупать, приобретать, потому что они вам точно принесут все мыслимые и немыслимые блага. Так что, друзья, вот эти вещи мы не рекомендуем, потому что, к сожалению, они ни к чему вас не приведут
по-хорошему. А мы с вами хотим жить в изобилии, в достатке и в благополучии. И это важно осознавать и понимать каждому человеку. Друзья, прямо сейчас в комментариях к этому видео напишите на достаток, на здоровье, на счастье. Эти слова пусть Вселенная услышит и приумножит в вашей жизни. Очень важно их прописать в комментарии к этому видео и поставить лайк. Еще именно вот так и пишите: на достаток, запятая, на здоровье достаток, на счастье. Эти слова очень важны, несут очень сильную энергетику. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.